И что ж, всем привет, уважаемые товарищи, и с вами снова Greenbro. И вот мы находимся в первом Ocean's Home в новом обновлении, точнее в новой обновленной версии, обновление, которое вышло на днях. Что ж, 2 года не было никаких нововведений, и вот свершилось. Мы с вами сейчас находимся на моем старом сохранении, на котором у нас есть большая база с вот такой вот огромной башней. Ну, я думаю, вы его помните. И что ж, о том, что у нас добавили в этой версии, я вам рассказал в прошлом видео, вот, которое вышло вчера, вроде как. Вот, и вы его можете посмотреть. Сразу хочу вас попросить прощения за неудовлетворительный графику, качество картинки в целом и фреймрейт. Вот, потому что это, напоминаю, снимается на моем старом телефоне. Что ж, также у нас, судя по всему, карта немножко видоизменилась. Вот, и у нас немножко по-другому теперь смотрится все это дело. Давайте попробуем на секундочку улучшить качество графики. Но при этом траву мы срежем вообще к чертям собачьим. Так, что мы можем видеть? Ага, ну, тормоза, да, тормоза есть. Давайте еще раз... Что? Алло, а что по карте? Почему она... Это его? Ну, сразу хочу сказать, то, что у нас эта версия пока что довольно баганая. Вот, я вам... Ого! А что это моя машина так далеко делает? Дэйм, а вот это вот проблема, кстати. Ну ничего, ладно. Давайте уже отправляться на Хорнет. Начинаем путешествие. Так, грузится остров наш второй. Так, и что мы видим? Да, ну мы видим то, что моя машина находится где-то в жопе мира. Вот, это прискорбно на самом-то деле. Так, это у нас крафт. Да, я уже, блин, почему у нас не работает карта, когда мы находимся за пределами транспорта? Это, я считаю, минус. Так, ну ладно, оплывать сейчас вот это вот по дуге, это будет, наверное, нелогично, поэтому нам с вами придется идти пешком, раз у нас машина где-то пес знает где. Но в то же время очень плохо то, что у нас не работает карта. Да. Очень плохо. Ну ничего, значит, сейчас в ускоренном формате мы будем добираться до места назначения. И сразу же держу в курсе, мы прямо сейчас отправляемся на нефтебазу, которая была у нас добавлена в последнем обновлении. Я взял с собой меч из Майнкрафта, пистолет и по 90, для того, чтобы отбиваться от всяких недоброжелательных существ, которые у нас будут находиться на той базе непосредственно. Вот. Ну а также я считаю то, что нам стоит сейчас со склада извлечь что-нибудь перекусить. Например, стак бананов. Почему бы и нет? Это, конечно, у нас уже раритетная вещь, потому что, типа, ну, в Первом океане у нас бананы убрали еще где-то года 3 назад. Вот, и они у меня лежат на правах такого прям, ну, антиквариат, раритет, коллекционные айтемы. Вот, ну да ладно, то таке. Что ж, продолжаем движение в заданном направлении.
Ну и что ж, не прошло и года, как мы добрались до места назначения. Значит, вот эту вот херню у нас добавили. Вот, сейчас будем разбираться, что у нас внутри. И какие мужеложцы здесь у нас живут. Ага. Так, ну, тут все ясно. На нас уже нападают. Так, ага. А патронов-то я взял с собой очень много. Прям вообще. Ну ничего, на крайний случай у меня есть алмазный меч. Так, ладно. Сейчас я вас всех тут зарублю. Все, так бы сразу. Ага. Значит, 5 вот этих чуваков на нас выскочили прямо со входа. И еще двое я вижу. Значит, нужно нам что-то с этим сделать. У меня, по идее, должны быть где-то аптечки, но кроме вот этой я пока что... Ага, и вот еще вот бинты. Так, и все. Ну, походу на этом все. Ладно, значит, сейчас нужно по максимуму отрегенерировать наше здоровье. Так, ну и не зря я взял с собой еще и ракетницу. Вот. Потому что я подозревал, то, что тут какой-то ужас начнет происходить. И нужно будет как-то к более радикальным действиям прибегать. Так, давайте для начала израсходуем более цивилизованное оружие. А потом уже... Ну и вот, собственно, как раз можно обратить внимание на вот эту вот систему прицеливания, которую у нас добавили. То есть вот происходит у нас некое наведение, но в принципе это помогает, да. Так, а ну-ка. Не-не-не-не. Сейчас на такой близкой дистанции так делать нельзя, потому что можно и самому скоропостижнуться. Так что давайте вот туда его. Угу. Отлично. Что я говорил? Вот что я говорил? Нельзя пользоваться на короткой дистанции этой херней. Ой, блин, да, дела. Ладно, значит, сейчас будем что-то придумывать. Сейчас будем придумывать, как максимально быстро мы можем добраться снова туда. Ну и откуда-то у меня тут осталось 22 монеты. Так что теоретически мы с вами можем попробовать отреспавнить транспорт. Мы это сможем? Угу. Ага, у нас еще и вот эту вот систему обновили. Так, 15 миль это, наверное, то, что на другом острове. О, так бы сразу. Нормально, нормально. Так, только у нас тут с состоянием данного автомобиля полный ужас происходит. Нужно с ним что-то сделать. Так, а что? Угу. Карту не завезли, понимаю. Так, что мы можем вообще сделать в этой ситуации? Можем пожрать мясо, но это мы можем сделать и потом. Так, где мои эти... Где мое железо? Оно вообще у меня есть или кто? Должно же быть в складе хоть что-то. Потому что если нет, то это будет прискорбно. Может тут? Ну, 4 штучки. Кайфы. Вообще, балдеж. Так, ну, ладно. Значит, если что, будем импровизировать. Каким-то образом. Я даже не представляю, как. Так, еще раз нужно пересмотреть все вот это вот. Вдруг у меня тут что-то завалялось все-таки. Но, к сожалению, нет. Ладно. Погнали пока что так. И, кстати, сейчас я вам покажу еще один баг, который наши уважаемые разработчики добавили в игру. Большое им за это спасибо. Вот. Внимание. Пел. Я не знаю, как они умудрились это сделать. Наверное, при переносе на Unity 2020 они там что-то испоганили, и вот так вот все получилось. Так, ладно. Поехали, сколько нас... Ну, насколько он нас довезет, настолько мы и доедем. А там уже придется снова пешком херячить.
Ну ничего. Ну ничего страшного. Так, направление приблизительно правильно. Хорошо. Я бы даже сказал отлично. Восемь гребаных часов спустя. Ну и что ж, не прошло 3 лет, и я снова здесь. Вот это я, конечно, по-дебильному сдох, можете меня с этим поздравить. Но, тем не менее, мы уничтожили, судя по всему, всех обитателей данного злачного места. И теперь можно залутать и посмотреть, что у нас здесь внутри. Так, яйца. Офигенно. Это то, чего я хотел всю свою жизнь. Найти яйца. Ну, то, что надо, я считаю. Так, а что тут у нас? Нефть, где украсть? Ага, о, это я понимаю. Так, это... Тут 20 баррелей, тут 20 баррелей. Не, нормально, сейчас мы отсюда натырим нефти, и можно будет становиться нефтяным этим магнатом нефтевым официально. Будет вообще прикольно. Правда, куда этот весь бензин потом девать, это уже вопрос совершенно другой. Потому что, ну, регулярно, ну, типа регулярно сюда ездить особого смысла нету, потому что эту кучу нефти отсюда наворовать и жить себе припеваючи довольно продолжительный период времени. Так, что у нас тут? Так, вас приветствует коллекторское агентство, коллекторское агентство. У вас есть задолженность по кредиту, поэтому мы у вас изымаем кусок стекла. Серьезно? Ничего получше не придумали? Что за бомжатский лут? Так дела не делаются. Это вообще какое-то недоразумение, по-моему. Что здесь? Здесь вообще пусто. Кошмар. Так, ну и тут консервы. Ну ладно, так что быть, можно пожраться. Вот, семена салата латука. Ладно. Так, и здесь у нас что? Здесь у нас что? Так, вот тут у нас консервы и кофе. Ой. Яка сумна новина. А тут пусто. Ну, короче. Судя по тому, что мы видим, сюда есть смысл ездить разве что за топливом. Потому что лут тут никакущего. Ладно. Мне кажется, то, что мы больше всяких ништяков получим, если просто залутаем убитых зомби. Что у нас тут? Ткань. А где остальные? Остальные где-то там, наверное, валяются. Я, правда, не совсем помню, где я их тут наубивал. Но тут у нас валяется всякий мусор, и искать мне их, в принципе, впадло. Поэтому всем большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вот, не забывайте присоединяться к моему Discord серверу, потому что те, кто там был, знали об этой грядущей обнове в Первом океане еще пару месяцев назад. Вот. Пишите комментарии, подписывайтесь, всем удачи, до новых встреч и пока-пока.